Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем вот такой красивый, объемный, фактурный, рельефный узор спицами. Он не ажурный, но если посмотреть на просвет, то отверстия достаточно такие хорошие. Узор объемный и получается он воздушный, даже если вязать его спицами достаточно тонкими. Вяжется этот узор очень просто, несмотря на свою такую витиеватость. Вяжется на самом деле просто и быстро, только единственное в одном ряду нужно немножечко постараться. Вот так этот узор выглядит вблизи. Похож он на вееры, либо на цветочки. Вот так вот, если рассмотреть один элемент, то больше, конечно, похоже на цветочек. Изнаночная сторона такая же красивая. Конечно, узор не двусторонний, но изнанка у этого узора, конечно, тоже шикарная. Узор подойдет для вязания абсолютно всего, что вы хотите связать. Кардиганы, палантины, какие-то шарфики, может быть, детские изделия. Все, что хотите, можно связать таким интересным узором. Смотреться будет просто потрясающе. Для вязания этого узора нам необходимо набрать такое количество петель, чтобы оно делилось на 10, плюс 4 петли, 2 из которых петли симметрии и 2 кромочные. Итого 10 плюс 4. Здесь у меня в образце набрано 44 петли, 40 петель на вязание основных элементов, 2 петли лицевые для симметрии и 2 кромочные. Для образца я набрала 24 петли, 20 петель на основной узор, 2 петли для симметрии и 2 кромочные. Первый ряд все петли лицевые, включая первую кромочную. Я первую кромочную всегда провязываю. Весь ряд мы провязываем лицевыми петлями. И кромочная петля мы провязываем изнаночной петлей. Готово. Второй ряд. Сейчас мы начинаем вывязывать сами веера, либо цветочки. Кромочную мы снимаем и вяжем изнаночные петли, вытянутые все. Вот таким образом. То есть петля должна быть вытянута раза в 3. Все петли вытянутые изнаночными. Чтобы было легче вывязывать длинные изнаночные петли, можно вот эту правую спицу держать чуть дальше, то есть не у самого кончика, а чуть дальше, и тогда вывязывать эти длинные петли будет намного удобнее. Можно вывязывать петли с 2 оборотами. Мне неудобно вывязывать обороты, поэтому я вытягиваю длинные петли. Все петли изнаночной удлиненные до конца ряда. Видите, они получаются одинаковые. И кромочная изнаночной. Ее длинная вывязывать не нужно. Итак, третий ряд. Сейчас мы будем вывязывать сами веера. Кромочную мы снимаем, вяжем 2 лицевые петли. И сейчас нам нужно отсчитать 8 петель. 2, 4, 6, 8. Вот таким образом отсчитали 8 петель. Заводим правую спицу в 8 петель слева направо. Вывязываем удлиненную петлю, вешаем ее на левую спицу и провязываем ее лицевой. Затягивать вот эту петлю не нужно сильно, нам нужно, чтобы она была достаточно такая свободная. Далее снова вводим правую спицу в пучок из 8 петель, вытягиваем лицевую петлю, вешаем ее на левую спицу,
провязываем лицевой. И так нам нужно сделать 8 раз. То есть из 8 петель нам нужно вывязать 8 лицевых петель. Снова в пучок и вытягиваем третью петлю, четвертая петля, пятая петля, шестая петля, седьмая петля и последняя, восьмая. Все, потянули вот этот вот пучок, и первый элемент мы провязали. Сейчас мы вяжем 2 лицевые петли и снова вывязываем нашу вот эту вот цветочек. И снова отсчитываем 8 петель. 2, 4, 6, 8. Заводим правую спицу слева направо за передние стенки. И захватываем первую петлю лицевую, вешаем ее на левую спицу, провязываем лицевую. Не затягиваем. Первая петля готова. И сейчас нам нужно провязать еще 7 таких лицевых петель. В пучок захватываем нить, вешаем ее на левую спицу, провязываем лицевую петлю. В пучок и провязываем лицевой. Как вы видите, вяжется просто, ничего сложного нет. Единственное, нужно считать, не провязать слишком много, ну и соответственно не провязать мало, чтобы узор у нас не сбился. 2, 4, 6, 7 и еще одну лицевую мы провязываем. И сейчас вяжем 2 петли симметрии, 2 лицевые и кромочная, изнаночная. Провязали 4 ряд, все петли лицевые. Кромочную снимаем и все петли вяжем лицевыми. Кромочная, изнаночная. Все, первую часть узора мы провязали и вяжем 5 ряд. 5 ряд у нас идет как первый. Но сейчас мы будем вот эти вот цветочки, веера вязать со смещением, то есть в шахматном порядке. Сейчас у нас 2 цветочка идут, здесь основной цветочек у нас будет посередине, то есть между вот этими основными элементами. Итак, 5 ряд мы вяжем все петли лицевыми до конца ряда. Кромочная, изнаночная. 6 ряд мы сейчас вывязываем длинные вытянутые изнаночные петли. Кромочную мы снимаем. Я беру сразу спицу правую чуть поодаль от кончика и вывязываю длинные изнаночные петли. Вот таким способом петли получаются одного размера, и вывязывать их очень просто. Еще раз повторюсь, можно петли вязать изнаночные с 2 витками, но их потом нужно будет в следующем ряду сначала распускать, потом провязывать. Для меня это неудобно. Если вам удобно, то можете попробовать именно так. Витки, они вяжутся вот так вот. То есть вы заводите в петлю правую спицу и делаете вот таким образом витки и вытягиваете через петлю. То есть потом их нужно будет распускать. Мне неудобно. Еще раз повторюсь, вот так я вяжу, и узор получается точно такой же, как и с 2 витками. Все, провязали вытянутые петли, и сейчас мы вывязываем вот эти вот веерочки, цветочки.
Так как мы сейчас смещаем основные элементы посередине, ряд мы начинаем немного по-другому. Кромочную мы снимаем. И из следующих 5 вытянутых петель мы вяжем вот такой веерок. То есть он как бы не полный получается. Отступаем 5 петель, выбираем 2, 4, 5. Заводим спицу слева направо в 5 петель и провязываем из 5 5. То есть таким же способом, как и из 8 8, только в самом начале мы вяжем из 5 5. Раз. Два. Три. 4 и 5. Не провяжите лишних петель. Лучше пересчитать, чем не досчитать. Все, 5 петель провязано. Сейчас мы вяжем 2 лицевые разграничители. Сейчас вот как раз у нас 8 петель получается между вот этими элементами. 2, 4, 6, 8. Вот эти петли лицевые, которые вы будете сейчас провязывать, их слишком затягивать не нужно. То есть достаточно вытянуто их нужно провязывать, стараться. 2, 3, из 8 8, 4, 5, 6, 7 и последняя 8 петля. Все, 8 провязана. Вот эти вот 2 петли у меня такие достаточно затянутые получились. Потянули этот пучок, расправили петли. Сейчас мы вяжем 2 лицевые. И из оставшихся 5 петель 2, 4, 5 мы провязываем пучок из 5 5. То есть это получается у нас как бы половинки цветочков. И все точно так же, стараясь вот эти лицевые петли вытягивать. Как вы видите, узор простой, ничего в нем сложного нет. Конечно, вяжется он подольше, чем обычная лицевая гладь, но выглядит он просто шикарно. Заговорилась, провязала лишнюю 6-ю петлю. 2, 4, 5. Скинули пучок с левой спицы и провязали кромочную петлю. И вяжем последний 8 ряд, все петли лицевые. То есть каждую петлю нам нужно провязать лицевой. И кромочной, изнаночной. Вот так этот узор смотрится в гладкой пряже. Тоже очень красиво. В пушистой пряже этот узор мне нравится больше. Хотя в гладкой тоже смотрится очень интересно. Такой необычный узор. Если этот ролик вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Увидимся в новых видео. Пока!